Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Если вы уже заготовили из помидоров томатный сок, кетчуп, аджику или просто замариновали их, то рекомендую приготовить помидоры по-польски. Это салат из помидоров с луком и зеленью. А для рецепта берем помидоры, можно использовать разные сорта, как у меня, зелень укропа или петрушки, соль, сахар, лук, чеснок, лавровый лист, перец горошком, уксус, растительное масло. А также нам понадобятся стерилизованные баночки. Вот последняя у меня стерилизуется. И крышки там кипятятся. На дно каждой баночки выкладываем по 4-5 горошин черного перца, лавровый листик, зубчик чеснока, нарезаем его на кусочки. Так, пол столовой ложки соли. 1,5 столовой ложки сахара, дальше уксуса, столовую ложку и столовую ложку масла растительного. Заполняем так все баночки. Лук нарезаем полукольцами, а зелень мелко режем. Начинаем заполнять баночку. Берем помидор, разрезаем его пополам и делим на дольки. Долек может быть 6, 8, все зависит от размера помидорчика. Плодоножку удаляем, она нам не нужна. Так, и выкладываем слоями. Слой тоже вы сами выбирайте, сколько вы хотите слоев сделать. Это может быть больше, может быть 3-4 слоя, может всего 2. Можно баночку немножко потрясти, чтобы помидорчики хорошо отсели. Так вот. Теперь лук полукольцами. Так вот. Хорошо добавляем, не жалеем лучок. Думаю, достаточно. Укроп. И теперь снова помидорчики. Положу оранжевый. Добавляем ложечку зелени. И последним слоем должен быть лук. Все, заполняем все баночки. Заполняем баночки горячей водой. Для этого нам здесь и хорошо, что здесь лук, потому что тогда меньше страдают помидорчики. Так, воды доливаем не до конца, а где-то вот так вот по плечике чуть-чуть, чтобы оставалось немножко свободно, потому что когда мы будем стерилизовать баночки в воде, может повытекать весь рассол. Так, накрываем. Дальше берем кастрюлю, там у меня уже подогретая теплая вода. Я кладу на дно тряпочку и устанавливаю первую баночку сюда. Так. Вода в кастрюле должна доходить до плечиков баночек. Все, включаем нагрев. Поставлю на средний. Накрываем крышкой или миской, как у меня. Доводим воду до кипения и стерилизуем литровые баночки 15-20 минут. У меня на кухне новая светодиодная подсветка. У нее есть диммер, который регулирует яркость освещения. Буквально пару вот так взмахов руки, и яркость меняется. Это очень удобно на кухне, когда ваши руки всегда заняты, испачканы мукой, рыбой, там, фаршем. Ссылка на такую подсветку в описании под видео. 20 минут баночки прокипели, теперь их можно закатывать. Готовые баночки мы переворачиваем, ставим в теплое место, хорошо укутываем и оставляем так до полного остывания. Дальше баночку снова переворачиваем и храним при комнатной температуре в обычной кладовке. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не потерять новые интересные видео на моем канале. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок!